Произошло это в глухих лесах Восточной Сибири. Декабрьским утром женщина-почтальон, спеша доставить письма и пенсию в отдаленный поселок, решила срезать путь и направиться по дороге, вплотную прилегающую к лесу. От быстрой ходьбы у женщины вскоре сбилось дыхание, и она, прислонившись к дереву, решила отдохнуть. Вдруг ей на мгновение показалось, что за ближайшим кустом мелькнула серая тень. Присмотревшись внимательнее, она увидела, что это волк. Хищник смотрел на нее пристальным взглядом, полным ярости и злобы. Вскоре к нему присоединился еще один. Вдвоем они уже представляли реальную угрозу для женщины. Волки подошли ближе. Окружив почтальона с двух сторон, женщина понимала, что еще мгновение, и хищники бросятся на нее. Ситуация становилась критической. Убежать у женщины вряд ли удалось бы, а залезть по стволу дерева было ей не по силам. От ощущения близкой смерти женщина упала на колени и, закрыв глаза, принялась молиться. Хищники, поджав лапы, приготовились к прыжку. Несчастная жертва уже мысленно прощалась с жизнью, как вдруг послышалось яростное рычание в другой стороне. Открыв глаза, женщина на мгновение потеряла дар речи. Увиденное настолько шокировало, что почтальон подумала, что это все плод ее воображения. На ее глазах развернулось настоящее побоище. Волки оказались атакованы каким-то другим огромным волком. Таинственный зверь не давал лесным бродягам вздохнуть, беспрерывно кусая и выдирая куски серой шерсти. Стоит сказать, что и волки не оставались в долгу, пользуясь численным превосходством, они пытались повалить его, чтобы скорее добраться до глотки. Схватка длилась не больше минуты, показавшаяся женщине целой вечностью. Израненные волки, уступив более сильному противнику, вынуждены были покинуть место схватки. Женщина, не зная, что сказать, завороженно смотрела на своего спасителя. Лесной зверь определенно не был волком. Скорее всего, это была помесь собаки и волка. Дикий зверь еще немного постоял, рассматривая женщину, а затем растворился в лесной чаще. Почтальон не знала, что раньше полукровка жил в семье человека, имея все, о чем только мог мечтать домашний пес, но счастье оказалось недолгим. Получив выгодное предложение на работе, глава семейства забрал жену и ребенка в областной центр, где они поселились в уютные многоэтажки, а пес-полукровка оказался выброшенным на улицу. Какое-то время он скитался по помойкам, питаясь отбросами. Однажды, услышав зов предков, он примкнул к волчьей стае. Напавшие на женщину волки пришли из другого района, зима выдалась голодной, поэтому хищники решили напасть на человека. В памяти одичавшего сохранились воспоминания о том, что люди когда-то были частью его семьи, поэтому он и вступился за почтальона, обозначив тем самым свою власть для хищников. Чудом уцелевшая женщина рассказала об этом случае в поселке. Жители подтвердили, что по ночам видели пса-полукровку на краю деревни. Видимо, став лесным зверем, он сохранил любовь и уважение к людям. Обиды и лишения не убили в хищнике веру в человека и преданность хозяевам до последнего вздоха. Дорогие зрители, что вы думаете о нашем новом дикторе? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо и до новых встреч.